Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как прожить 120 лет? Наш организм великолепный и гениальный. Что нам нужно только не мешать ему работать. Ну и, естественно, не кормить его всякой ядовитой гадостью. Отказавшись от ядов и начав питаться здоровой пищей, мы через какое-то время получим совершенно здоровый организм, если, конечно, до этого не имели каких-то очень тяжелых заболеваний. Но мои любимые ученые говорят, что даже тяжелые заболевания можно значительно облегчить и со временем вылечить, перейдя на правильное питание. Так вот, к чему я это все. Все клетки нашего организма постоянно обновляются, и мы имеем с какой-то периодичностью у каждого органа свой период совершенно новые органы. Кожа. Быстрее всего обновляется наружный слой кожи, соприкасающийся с окружающей средой. Клетки эпидермиса обновляются каждые 2-3 недели. Более глубокие слои чуть медленнее, но в среднем за 60-80 дней происходит полный цикл обновления кожи. Кстати, интересная информация. За год организм вырабатывает около 2 миллиардов новых клеток кожи. Но тогда встает вопрос, почему же у годовалого ребенка и у 60-летнего человека кожа выглядит совершенно по-разному? Очень много неизученного в нашем организме, но пока считается, что кожа стареет из-за ухудшения с годами выработки и обновления коллагена. С чем это связано, пока еще в стадии изучения. На данный момент установлено только, что весьма существенными являются такие факторы, как неправильное и плохое отсутствие жиров и нехватка белков питания, а также слишком агрессивное влияние окружающей среды. Они ухудшают выработку и качество коллагена. Переизбыток ультрафиолета также негативно влияет на регенерацию кожи. Но 20-30 минут на солнце считаются терапевтической дозой, благотворно влияющей на многие процессы в организме, в том числе и обновление кожи. Клетки эпителия, покрывающего желудок и кишечник, контачат с самой агрессивной средой – желудочные соки и ферменты, перерабатывающие пищу, и истираются постоянно проходящей по ним пищей. Они обновляются каждые 3-5 дней. О каких залежах токсинов и шлаков может вообще идти речь? Схема строения слизистой языка очень сложная, и мы не будем вдаваться в подробности. Скорость обновления различных клеток, составляющих слизистую оболочку языка, рецепторы, различна. Упрощенно можно сказать, что цикл обновления этих клеток составляет 10-14 дней. Кровь – жидкость, от которой зависит вся наша жизнь. Ежедневно в теле среднестатистического человека погибает около 500 триллиона различных клеток крови. Они должны вовремя умереть, чтобы зародились новые. В организме здорового человека число мертвых клеток равно числу новорожденных. Полное обновление крови происходит в течение 120-150 дней. Бронхи и легкие тоже контактируют с агрессивной средой, потому относительно быстро обновляют свои клетки. Наружные клетки легких, являющиеся первым слоем обороны от агрессоров, обновляются за 2-3 недели. Остальные клетки, в зависимости от их функций, обновляются с различными скоростями. Но в целом, чуть менее года необходимо организму для полного обновления тканей легких. Альвеолы бронхов обновляются каждые 11-12 месяцев. Волосы растут в среднем на 1-2 см в месяц. То есть через какое-то время мы имеем полностью новые волосы в зависимости от длины. Жизненный цикл ресниц и бровей 3-6 месяцев. Ногти на пальцах рук растут со скоростью 3-4 мм в месяц. Цикл полного обновления составляет 6 месяцев. На пальцах ног ногти растут со скоростью 1-2 мм в месяц. Печень – поистине самый волшебный орган в нашем организме. Мало того, что он всю жизнь очищает нас от всего того мусора, который мы засовываем в наш организм, так она еще и чемпион регенерации. Установлено, что даже при потере 75% своих клеток, в случае оперативного вмешательства, печень способна восстановиться полностью, и уже через 2-4 месяца мы имеем полный ее объем. Причем в возрасте до 30-40 лет она регенерирует объем даже с лихвой на 113%. С возрастом восстановление печени происходит лишь на 90-95%. Полное обновление клеток печени происходит за 150-180 дней. Установлено также, что если полностью отказаться от отравляющих продуктов, химикаты, лекарства, жареные, сахар и алкоголь, печень самостоятельно и полностью очищается от вредных последствий за 6-8 недель. Наше здоровье во многом зависит от здоровья печени. Но даже такой выносливый орган, как печень, мы, постаравшись, можем убить. Большое количество сахара или алкоголя может вызвать в печени необратимые последствия в виде цирроза.
Клетки почек и селезенки обновляются каждые 300-500 дней. Скелет нашего тела ежедневно вырабатывает сотни миллионов новых клеток. Он постоянно регенерирует и в структуре своей имеет и старые, и новые клетки. Но полное клеточное обновление структуры костей происходит за 7-10 лет. При существенных перекосах питания клеток вырабатывается гораздо меньше и худшего качества, и как следствие с годами мы имеем такую проблему, как остеопороз. Клетки всех видов мышечной ткани полностью обновляются за 180 дней. Сердце, глаза и мозг до сих пор меньше всего изучены учеными. Очень долгое время считалось, что мышцы сердца не обновляются, в отличие от всей остальной мышечной ткани. Но недавние открытия показали, что это заблуждение, и мышечная ткань сердца обновляется так же, как и остальные мышцы. Изучения только начаты, однако по предварительным данным известно, полное обновление сердечных мышц происходит приблизительно, точных данных пока нет, за 20 лет. То есть 3-4 раза за среднестатистическую жизнь. Загадкой до сих пор является тот факт, что хрусталик глаза совершенно не обновляется, вернее, почему не обновляется хрусталик. Восстанавливаются и обновляются только клетки роговицы глаза. Цикл обновления достаточно быстр – 7-10 дней. При повреждениях роговица способна восстановиться всего за сутки. Однако это не отменяет того, что клетки хрусталика не обновляются вообще никогда. Центральная часть хрусталика формируется на 6-й неделе внутриутробного развития плода. И всю оставшуюся жизнь к центральной части хрусталика прирастают новые клетки, что делает его более толстым и менее гибким, с годами ухудшая качество фокусировки. Мозг – вот уж загадка из загадок. Мозг является самым малоизученным органом нашего тела. Конечно, это сопряжено с рядом объективных факторов. Мозг живого человека очень сложно изучить, не причинив ему вреда. Запрещены у нас эксперименты на людях, по крайней мере официально. Потому исследования проходят на животных и смертельно больных человеческих особях-добровольцах, что совсем не равнозначно со здоровым, нормально функционирующим человеком. До недавнего времени считалось, что клетки мозга не обновляются никогда. В принципе, ВОЗ и ныне там. Мозг, который контролирует всю нашу наисложнейшую систему под названием организм. Мозг, который дает сигналы для регенерации всем нашим органам, сам не обновляется вообще. Еще в 60-е годы прошлого столетия Жозеф Олтман открыл нейрогенез – рождение новых нейронов в таламусе и коре головного мозга. Ученый мир по обыкновению своему отнесся к этому открытию весьма скептически и об этом позабыли. В середине 80-х годов это открытие открыл заново другой ученый Фернандо Нотибум. И опять тишина. Но с конца 90-х годов прошлого столетия начались, наконец, полномасштабные изучения нашего с вами мозга. На нынешний момент в ходе новейших исследований сделано несколько открытий. Уже достоверно установлено, что гиппокамп и обонятельная луковица все же регулярно обновляют свои клетки. У птиц, низших позвоночных и млекопитающих скорость возникновения новых нейронов достаточно велика. У взрослых крыс в течение месяца образуется и замещается примерно 250 тысяч новых нейронов. Это примерно 3% от общего числа. Человеческий организм также обновляет клетки этих отделов мозга. Установлено также, что чем активнее физическая и мозговая деятельность, тем активнее образуются новые нейроны в этих областях. Но все еще находится в стадии изучения. Ждем. Последние 20 лет наука сделала огромные шаги в изучении нашего питания и зависимости от него нашего здоровья. Выяснили, наконец, что большую роль в правильной работе органов играет правильное питание. Достоверно выяснено, что нам есть необходимо, а что есть не стоит, если хотим быть здоровыми. Но в целом, что же выходит в целом? А выходит, что детально мы обновляемся без остановки всю свою жизнь. Так что же заставляет нас болеть, стареть и умирать? Мы летаем в космос, думаем о завоевании и колонизации других планет. Но при этом так мало знаем о нашем теле. Ученые, что в древние времена, что в нынешние, совершенно не имеют понятия, отчего же при такой огромной способности к обновлению мы стареем. Почему появляются морщины и ухудшается состояние мышц? Почему мы теряем гибкость и наши кости становятся хрупкими? Почему мы глохнем и глупеем? Никто ничего вразумительного сказать по-прежнему не может. Некоторые говорят, что старение заложено в нашей ДНК, однако эта теория не имеет доказательной базы, подтверждающей ее. Другие считают, что старение заложено в нашем мозге и психологии, что мы как бы сами себя заставляем стареть и умирать, что в нашем подсознании заложены программы старения. Тоже просто теория, без каких-либо доказательств и подтверждений.
Третьи, совсем свежей теории, считают, что это происходит вследствие накопления определенных мутаций и повреждений в митохондриальной ДНК. Но почему происходит накопление этих повреждений и мутаций, они не знают. То есть выходит, что вопреки теории эволюции товарища Дарвина, клетки, вновь и вновь обновляясь, возобновляют ухудшенную версию себя вместо улучшенной. Странновато, оптимистичные алхимики считают, что эликсиром молодости мы наделены с рождения, и на стороне искать его незачем. Он находится внутри человека. Нужно лишь правильно подобрать ключи к нашему телу и научиться правильно и в полной мере пользоваться своим мозгом. И тогда наше тело будет, если не бессмертным, то очень и очень долгоживущим. Давайте будем правильно кормить наше тело. Мы чуть-чуть поможем ему, а вернее сказать, не будем мешать ему всякими ядами, и оно в ответ отблагодарит нас хорошей работой и долгой, здоровой жизнью. Получается, что если мы будем правильно кормить свой любимый организмик, то через 10-15 лет получим совершенно новое, а главное здоровое тело. Не быстро, да? Но ведь реально. Давайте обновляться. Все в наших руках. Автор статьи Юэл Иванчи. Ссылка на статью в описании. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.